Так, ну что, ребятки, всем привет. Привет, жители Ютуба, подписчики, гости канала. Всем хорошего вечера. А у нас сегодня по плану Frostpunk, знаете ли. Надо все-таки добить ее, да? Как вы считаете? Так, что у нас по времени? 2 минутки. Ну, я думаю, время начинать нашу историю. Нашу суровую морозную историю по игре Frostpunk. Давайте не забывайте ставить пальцы вверх, если вам понравилось, и писать комментарии, а также подписываться на канал. Загружается вверх медленно. Эх. Так, мы на месте. Я уже вновь подзабыл, что у меня было. Ладно. Надо вспоминать. Так, вообще на последнем стриме прохождения я запорол прохождение. В общем, там начался просто серия каких-то неудач, сливов. В конечном итоге, которые меня привели бы к поражению. Поэтому я решил все-таки на последнем стриме, в конце стрима, перезапустить игру. Ну и откатиться до первого сохранения. Так сказать. Ну, не до первого, возможно, даже до второго, до третьего. Ну, не суть. Важно. В общем, типа даже с самого начала, как будто бы я начинаю. Good game. Привет. Привет, спасибо, что заглянул. Спасибо тебе большое. Так, что у нас? Минус 40. Нам нужна еда. Найдите стабильный источник еды в морозных землях. И отправьте 100 единиц. Ага. Так, что у нас с едой? Еды нет. Так, идет еда. Через 20 минут прибудет еда, окей. Так, что еще? Так, ага, эти ползут у меня к горячим ключам. Окей. Окей. Так, уголь есть, дерево есть, сталь немножко есть. Блин, надо все вспоминать, капец. Так. Мы добываем сталь и паровые ядра. Окей. Ладно, давайте потихонечку начинать. Icebox Play. Здорово, спасибо за твой лайк и за твой визит. Надеюсь, меня хорошо слышно. Так, время 5:40. Да, время за работу. Может, подрубить пораньше работать? Кстати, почему не работать? Не работает. Слишком холодно для работы. Так, а если мы подрубим обогреватель? Спасибо за лайкосы, спасибо, друзья. Так, я, кстати, нашел немножко еды. Да, это, кстати, горячие ключи. Да, они здесь. Потрясающе. Потрясающе. Так. Так, соберите отряд строителей в транспортном депо. Откройте торговую базу в горячих ключах. Так, теперь надо, главное, не зафейлить все это дело. Так. Главное не зафейлить.
Так, торговля с горячими ключами. Мы нашли источник пищи, теперь нужно сформировать транспортное депо, стройотряд и отправить его в горячие ключи, чтобы построить там торговую базу. Я понял. Так у меня пока людей-то нет. Где я их находил в прошлый раз? О, Смоуки Смоук. Приветствую тебя, спасибо за пожелание. Спасибо, что нашел время. Так, у меня все болеют. Как и я сам. Все еще чихаю. Так, что по температурам-то? Прохладненько, прохладненько. Прохладненько. Так, а что у меня по исследованиям? Улучшение санитарного пункта. Пойдем. О, кстати. А если их заставить работать немного подольше? Они не сильно будут против? Ну, хотя недовольство немного выросло. Поздравляю тебя с выходным. Хорошего выходного. Отряды. Мне нужно 10 рыл. Где найти мне 10 рыл? 10 рыл. Блин, хоть отсюда что ли опять занимать придется? Или подождать? Вот тут очень важный момент. Так неохота занимать работников. По добыче. По добыче. А почему ты здесь? Надо, по идее, тебя демонтировать. Какая-то странная... О! Диана! Приветики! Странная аномалия, Смоук. В субботу зашел. В танк. Никого нет, вечер. Никого не было. Что-то прямо... Что-то прямо странное. Где все? Соберите отряд строителей. Мне надо еще... Так, отлично. Так, улучшение санитарного пункта. Так, это что значит? Улучшение улучшенные инструменты и методы лечения позволяют исцелять людей в санитарных пунктах на 10% быстрее. Это круто. Когда есть возможность поправиться быстрее, это офигенски. Так. Термоизоляция. Лесопилку, может быть. Лесопилка. Внедрить улучшение, повышающее эффективность лесопилки и паровых лесопилок. Супер крутая штука. Так, плюс еще есть угольный шахт. Больше разведчиков. Это тоже очень полезно, кстати. Деревянные опоры. Деревянные опоры. Блин, по идее надо все, блин. Надо все делать. Так тяжело выбрать. Ладно, сделаем упор на пока что лесопилку.
Эх. Так, вроде таймеров нету, да, здесь пока что? Пока что нет. Кстати, им даже так комфортно. Так, а что если... Я же могу бараки строить, мне же, по идее, можно... По идее, можно построить бараки. Ладно, в ночную смену. Ну, то есть после смены буду строить бараки потихоньку. Так сказать, утепляться нужно. С этой едой уже заморачиваться. Эх. Да, блин. Горячие ключи. Скорость минимальная, капец. Может, стоило все-таки на упор сделать на второй чертеж? Смог бы открыть легкие сани разведки. На людей. Надо людей. О, кстати, паровые яда. Одна штука. Мне нужно еще одну штучку. Опять погружаемся в мир безысходности. Мир депрессии и безысходности. О, в смысле? Вы у нас работаете 10 часов? Молодцы. Молодцы. Может, успеют? До конца смены-то. Ну уж. Ну, постарайтесь. Ну. И найс. Молодцы. Улучшенная технология. Так, эффективность лесопилки отлично. Отлично. Так. Теперь можно и нужно сделать бараки. Блин, закройся. Так, это что? Это барак. Надо, чтобы печка перестала работать. Постоянно. Прям. Надо всего 3 построить. Ну, пока что. И печку можно будет отрубить, хотя похолодание будет. Хотя будет похолодание.
Было бы неплохо, чтобы, ну, какая-нибудь была еще функция, ну, основная функция, чтобы работали печки, например, ночью. Может, днем-то люди сильно на работе, типа. Это странно, с 8 до 6. Так, что у меня еще есть 20 и, в принципе, еще можно. Чертяги болеют. Минус 30 всего, ну кому? Че, ребят? Пейте чай с медом, с лимоном. Немного непонятно, конечно. Они говорят, сделай, собери отряд, а где мне найти людей? Может, в Лондоне запросить переговоры? О, нам нужно больше людей, кстати. Кстати, отлично. Так, администрация аванпоста. Постановление о детском труде. Ох ты жабы какие, а. Какие вы жабы. Чтобы обеспечить выживание колонии и ускорить становление паровых ядер, правительство Нью-Лондона постановило временно использовать детский труд с сегодняшнего дня. Все трудоспособные дети могут быть использованы на вспомогательных работах. Как жестко, а. Детей можно использовать. Теперь у меня 10 человек есть. Прикольно. Да. Ну, где я буду их использовать, на кухне, что ли? Можно детей, в принципе, на кухню отправить. А что делать? Так. Окей, на кухню. Куда еще их можно отправить? Сюда, что ли? А сюда нельзя. Сюда только инженеров. Да. Ну ладно, ладно, свободные руки появились. 15 стрел. 15 стрел есть. Спасибо, Friends Let's Play. Олег, спасибо, приветствую. Спасибо тебе за лайки и визит. Так, ну, раз такая пьянка, типа, можно даже это. Сообразить отряд. Так, как его сообразить? Надо вспомнить. Сейчас, секунду, давайте сохранимся. Запись будет... У меня проблемы с выдумыванием сохранений. Так, 666. Так, отряд. 50 дерева, 50 стали и 10 рыл. Удачного стрима. Спасибо. Спасибо, Олег. Игротека. Спасибо. Здорово. Так, ну что, создадим. Так, время похолодало. Стало неприятненько. А местами даже и холодно. Здесь прохладно.
Можешь подрубить вот, раз есть возможность. Вот тут вот чертовски холодно. Прям чертовски холодно. Так, мне нужно, наверное, все-таки апгрейд. Второй сделать чертеж. Пока отряд не буду собирать, нужен апгрейд. А если отключить печку? Ух ты. Херово стало пацанам. Так. Что я думаю, все-таки, наверное, надо построить печку здесь. От свободных рыл. Куда мне 15-то? Может, поправились? Может? Терем-те-тем. О, подожди, а есть инженерал? Нет. Как бы я бы еще построил мастерскую. Опаньки. Груз готов к отправке. Вот только стоит, не стоит им отправлять. Может, они сейчас через 10 не прибудет еда, 38 штук. Так, экспедиция вернулась успешно. Спасибо. Так, окей. Давайте отправим сразу их куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. О, кстати, у меня же есть свободные рыла. Так, можно тогда сделать... А, блин, зараза, я ж не качал. Блин. Ладно. Надо, короче, после этого качать еще одну группу поисковиков, как мне кажется. Блин. Кстати, мне что-то надо с углем делать. У меня ж угля нет, алло. Братц, угля нет. Короче, я сделаю небольшую хитрость. Так, продленная смена, труд без конца. Сэр, люди вымотаны до предела, у некоторых продленные смены уже много дней подряд, эти усилия тяжело им даются. Люди начинают роптать, они заслуживают отдыха. Ладно, отдыхайте, чертяги. Конечно, это плохо для бизнеса, для моего. Но потом вы опять возьмете за работу. Даже не думайте меня отговаривать. Черт, холодно. Надо потом утеплить склад. Да. Так, у меня 200
Так, что надо делать, пока ресурсы есть? Надо отправить все-таки, наверное, да? Короче, отправим, пусть еда нам приедет взамен. Лесопилка хорошо работает, кстати. В смысле? Я понял. Вы уже все сготовили. Так, что касается... Больше разведчиков, да, нужно сделать? И... Или будет, может, вначале угледобытчик построить? Блин, как сложно. Время исследования 8 часов. И тут 8. Что по времени? Так, там будет потепление. Короче, ладно. Может быть, неверное решение будет. И это. Больше разведчиков. Просто не нужно использовать эти ресурсы, пока они есть. Людей, вернее. Люди — новая нефть, как говорится. Так, пока есть передышка, можно построить... Где вы там? Построить бараки. Прям. Надо утепляться, чтобы меньше потреблять угля. Pain Squad, приветствую тебя. Спасибо, что заглянул и поставил свой драгоценный лайк. Не удастся мне добить сегодня этот Frostpunk бесчеловечный. Короче, нужно просто ускоряться. Так, есть. На жопке шерсть. Так, теперь еще один барак. Найс. Так, ну что, все у нас в бараках живут? Всем в кайф? Может сэкономить? Низкий риск заболеть.
А здесь подрубить. Чтобы они быстрее поправлялись. Так. Потом, когда они начнут возбухать, люди скажут нам холодно, тогда я уже, наверное, подрублю. Тепло, ну дам тепло, так сказать, в дома. Отлично, груз на месте. Да, есть. Так, что дальше? Что дальше? А, давайте соберем экспедицию. Пульк. Пульк. Погнали. Откройте торговую базу с горячими ключами. Смогу ли я что-нибудь еще запросить у Нью-Лондон? Нет. Больше ничего. Правильно говоришь, с учетом нынешних обстоятельств дела у нас не так и плохие. Отлично, забрать ресурсы. Дайте людям отдохнуть. Еще 2 дня. Я переживаю больше вот за этих, которые работают в нечеловеческих условиях. Там есть где-то термоизоляция кухни, нет? А, вот, изоляция склада, но это только на третьем. На 3-м уровне. Надо грузовые подъемники подрубить. Но прежде нужно, наверное, сделать угольную печь. Мистер Артис, приветствую тебя. Как хорошо, что ты заглянул. Будет холодать жутко. Получается будет что? Сейчас будет минус 20, потом 30 и опять 40. Ну, хотя терпимо 40, кстати, 40. 40 терпимо. Но все равно. А, поздравляю отца с днем рождения. Прикольно. Так, сколько вы будете? 10 часов идти, эти будет 15 часов. Ладно. Идите. Так, что я еще могу сделать? А, стоп, у меня есть угледобытчик, в смысле? Какого хрена я... Что я это пропустил момент? Да, ну я и балбес. Так, у меня есть... У меня есть... А, у меня есть дети. Детки. Детки. У нас древесина всего требуется. Для угледобытчика.
Может, где-то здесь построю? Не, построю поближе. Не подальше. Черт, у меня все это время был угледобытчик. Я столько времени пропарил. А если я отправлю детей, это не будет слишком ведь стрёмно? По идее, надо еще пост добычи строить. Надеюсь, никто не помер. Блин! Ребенок Рая на рабочем месте. Так, ребенок был невнимателен на работе и получил травму. Так они же работали на кухне. Почему у него пол руки оторвало? Так, причиной этого незначительного происшествия была лишь беспечность ребенка. Отругать ребенка. Ну давай. Давайте дадим. Конечно, мы дадим работу. Отдохнуть немножко ребенку. Блин, она работает на кухне. В смысле? Так, ну ладно, мне еще есть дети. Не страшно. Эй, ну что тут у нас? Капец, сверхмедленная работа. А, это угольная шахта. Я понял. А угледобытчик я открыл. Балбес. Давайте немножко ускорим. Так. Найс. Так. Хочу. Кого хочу? В смысле? Больше разведчиков. Почему они будут 5 свободных жителей? А, бля. Стоп. А, неправильно сделал. Да, так было. Все понял. Так, мы их отправим. Так. Куда мы их отправим? Сюда что? Больше разведчиков, больше веселья. Больше ресурсов. Надеюсь, только они не погибнут. А тут надо кого-то убить или выжить? Нет, здесь убивать не надо никого, здесь просто нужно выживать. Игра подкидывает тебе всякие обстоятельства, и надо принимать решения. Иногда я принимаю супер неправильное решение, что приводит, в общем-то, к поражению. Так, надеюсь, с этим перезапуском будет более удачливый. Ну, вернее, сложится история более удачливей, чем в прошлый раз.
Так, стройотряд на месте. Круто, молодцы. Что теперь? О, супер. Так, пищевая автономия. Люди радуются. Вести о договоре с горячими ключами. Нужно выполнить нашу часть соглашения на наших условиях. Окей. Так, сейчас, секундочку, давайте сохранимся. Так, норм, это было, видимо, предпоследнее, да? Да. То есть, если что, мне с него надо стартовать. Надо записать. Черт, забуду. Так, и мы сохраним. Так, мы сохраним 666. Горячие ключи. Приветствую. Ваши люди отлично поработали. Торговая база уже готова. Теперь мы можем начать помогать друг другу. Высылаем вам излишки еды. И мы можем выслать еще, если вы поможете нам с ресурсами для расширения поселения. Вроде все так круто и складно, но потом у этих чертовых горячих ключей начинаются какие-то адские проблемы. Так, будем также благодарны, если поможете улучшить дома. Так. О, кстати, можно заказать еды. Супер. Я заказал 2 порции еды, кстати. Да. Кайф. Так, и теперь им нужно что? А, пока они не требуют ничего. А, мне, наверное, пока что тоже не стоит это горячиться с Нью-Лондоном, как в прошлый раз. Я поспешил. Или они меня вынудили это сделать, я просто не помню. Капец устроиться, вы чё, блин? 2 часа осталось. Там что, дети строили, что ли? Конец. Так, отлично, у меня нет никого. Ген. Некого поставить. А чё детей нельзя? Было. Капец. Блин, людей нельзя заказать. Так, а куда мне? А. Так неохота со склада занимать людей. Эх, ну придется. Придется. Так, и плюс нужно еще построить пост добычи.
Сегодня клёва нет. Ну как нет? 9 кусков мяса. Так, где я находил людей? Может здесь? Опа, кстати, исследования же у меня завершились. Эффективное потребление топлива. Разведчик. Грузовой подъемник. Кстати, вот это бы по идее было бы неплохо. Термоизоляция больницы. Черт. Ладно, я упор сделаю на подъемник. О, кстати, сейчас потеплеет. Небольшое спасение. Так, а что не так? О, детей можно, кстати. Аллилуйя. Давай, понеслась. Детский труд, заботливая мать. Мать отказалась отпускать дочь на работу, опасаясь, что та получит травму. Мы можем войти в ее положение, но другие сочтут это несправедливым. Да, дайте ей выходной. Да. Можете отдыхать. О, найс. Так, стало полегче. Так, это значит, можно немножко сэкономить. Ой-ой-ой-ой. Да. В принципе, комфортная температура везде. Самое главное, я так понял, нам нужно тепло дать. Смотрите, гайс. То есть, как только все потеплело, все стало дико комфортно. Недовольства. Ну, практически недовольства сошлена нет. Так, о, еда дошла, кстати. Еда дошла, все, живем. Какая-то опять телега. Так, Нью-Лондон. Объявляем вам благодарность. Катана Мастер, приветствую тебя. Объявляем вам благодарность за обнаруженное новое поселение и первый контакт с его представителями. Производимый ими провиант станет крайне своевременным подспорьем для обеспечения колоний. Тем не менее, должны напомнить, что любые внешние контакты и обмен провизией следует произвести через Нью-Лондон. Немедленно прекратите контакт с горячими ключами и передайте нам полученный запас. Ну, блин, ну это из... Открыть экран. У нас нет на это времени, прощайте. Это вот так вот, да, случилось. То есть сейчас мы их выгоним, кажется так. Так, конфликт. Народ недоволен. Сэр, люди бунтуют, они отказываются подчиняться приказам Нью-Лондон. Никаких господ, скандирует толпа, хватит с нас, женщина в шахтерской робе.
Так, ладно, это телеги. Люди вытаскивают на улицу работников администрации аванпоста и кричат, что выкинуть их из поселения, в чем здесь следует ли нам вмешаться и позволить калеркам готовиться к дороге в Нью-Лондон. Так, давайте попробуем так вот. В прошлый раз я их просто отпустил. И они... Да, они как раз сейчас не пошли никуда. А, нет, все, пошли. Все. Да, чушь и предательство. Так, ну что там у нас с углем? Потихоньку добывается, детки работают. Так, что там еще? Администрация аванпоста. Помощь в морозных землях. Связь отрезана. Теперь пути назад нет. Даже если люди передумают насчет разглашения независимости, теперь станция готовится к встрече с карателями. Для этого нам нужно куда больше людей и ресурсов, чем у нас есть. Попробуем найти людей в морозных землях. Может, там есть что-то. Да. Конфронтация, найдите другие поселения. Было много грубых слов, было много неоправданных поступков, но прошлого не вернуть. Нужно сосредоточиться на исследовании морозных земель. Может, там есть люди, сами мы Нью-Лондону противостоять сможем. Ну или можно просто дождаться их следующего хода. Так, я понял. Короче, я точно помню, что тут есть... Короче, что-то есть. Сейчас мы их отправим туда. Блин, меня заболевают. Я вроде так супер комфортный. Просто идеальная погода. Минус 20. Можно сходить на коньках или на лыжах. Да. Прикольно. Кстати, может скоро на лыжи сходить или на коньках. Так, что у нас по ресурсам? Лес есть пока что. О, стоп. Мы же можем обменять ресурсы на еду. Хотя пока не требуется. В принципе, 133 пайка. Детки, бедолаги работают. Кто-то помер, что ли? Избавление от трупов. Отчаявшаяся женщина сидит в снежной яме, держит за руку своего мертвого мужа и громко плачет. Возможно, нам все-таки нужно было согласиться хранить людей на как подобает. Сделать исключение и похоронить. Давайте похороним. Конечно, надо было сделать ее как подобает. Я не понимаю, почему не дали возможности выгребные ямы делать для захоронения. Это трэш. Так, ладно. Углец есть, кстати. О, можно еще привлечь детей. Никто не видел, да, что я сделал? Я привлек детей к труду. Надеюсь, им хотя бы 14 лет. Что-то с древесиной у меня прямо очень ее много. Может, склад построить? Раз уж такая пьянка пошла. Так, ресурсы. Склад ресурсов 40, 20. Где-нибудь здесь. Складик построить. На всякий пожарный.
Что тут у нас? 75%. Грузовые подъемники. Или надо было все-таки сам делать? С Саняем было бы быстрее все. Они как будто бы пешком идут. Попросите горячие ключи о помощи. В смысле? А как попросить? Жаль слышать, что из-за нас вы вступили в конфликт с Нью-Лондоном. Если вы нам поможете, позднее мы поддержим вас в борьбе. Мы подумаем. Чем мы можем помочь? Базовых построек, мы подумаем. Прощайте. Ну вот, собственно говоря, и базовые постройки. Ну, кстати, можно отправить, почему нет? Мне надо отправить еды. Так, у нас что по еде? 152 пайка. В принципе, пока что пайки. Пайки есть. Эх, мне нужны руки. Базовые постройки, ремонт насосов. Ладно. Посмотрим. Зараза. 88%. Сейчас бы запрёг их работать в 10 часов. Так, что у нас? Как это так? У нас не рабочий. Давай работай, ребенок. У меня тут еще маловато людей. Сверх мало. Угу. Так, складик есть, можно приспособить под древесину. Так, сейчас секундочку, давайте сделаем перерыв на чай. Чайная пауза. Пока полюбуемся на красоты морозной пустоши. Сейчас доберутся, начнут возбухать рабочие. Что-то жирно так, 50 стали. Блин, кашель вот этот остался, такой неприятный, сухой. Как будто что-то что-то попало в легкие и никак не откашливается. Проклятая болезнь. Я прямо хейтер болезни. Сейчас начнут вонять через 30 минут. Сейчас, ну, где у тебя ультиматум? Так, администрация аванпоста. Мы свободны? Нью-Лондон больше не контролирует. И многие люди говорят, что впервые чувствуют себя свободными. Конечно, мы потеряли и поддержку, но с дома независимы. Теперь
Нам не нужно спрашивать у них разрешения, чтобы сварить суп. Мы можем принять собственное решение и законы. Появилась петиция о переименовании нашего поселения. Раз мы больше не аванпост, стоит попробовать. Ну давайте переименуем. В тот раз я выбрал, видимо, неудачное название какое-то. Блять-ка! Ай-яй-яй. А где рандом-то, алё? Рандома не было, ладно. Так, пишет Смоук. Я тут посмотрел, сколько стоит. 38, в принципе, не очень дорого. Но и не дешево. Согласен. Согласен. Какая цена? Я вчера смотрел, просто цен не нашел. Ну, в этих каталоге смотрел. Там вроде не было цен пока что. Который анонсировал Хуан, ну, это известно, а вот сколько у нас они будут стоить, что-то я не видел пока что. Так, что можно сделать, ребята? Сделать можем адаптацию. Так. Пищевые добавки. Нет, с опилками я не буду жестить. Все-таки сделаем суп. Жить и суп. О боже. Недовольство выросло. Народ голоден. Да в смысле голоден? 118 пищевых пайков, вечеров. Так, здесь мы сделаем обычный, да? Да, пусть будет суп. Какого хрена? Надо экономить. Не время, как говорится, жировать. Так, что еще? Так, в смысле вы так долго идете, алло? Сколько вам осталось? Полчаса, то есть, вернее, час. Так, и этим осталось тоже час. О! Что нашли? О, нашли выживших. Это неплохо. Так, сопроводить выживших на аванпост. Да. Всех сопроводить. А, это здесь. Так, а что здесь? Еще. Да как? В смысле? Вы чё рофлите? Не было столько выживших в прошлый раз. Ладно, всех сопроводить. Мне нужны люди. Мне нужны люди. Сколько человек идет? 30? Капец. Целая армия. 30, 50, 60 что ли? Жестко. Столько барак надо построить. 15 часов будет. Так, ладно. Есть у нас свободные места, интересно? 12 коек. Ну что ж, будем строиться. На сайте Nvidia 63 500. Так это, видишь, на сайте Nvidia. Продажа 100. С октября, то ли? Я думал, по-моему, были новости, что с 17 какая-то версия появится. 17 сентября. Суперкот, приветствую тебя. Суперкотик. Спасибо за лайк. Так, что я хотел? Бараки. 20-10. Погнали. 20-10. Где-нибудь по районе тепловых зон, наверное. Здесь. Трям. И одну построим где-нибудь здесь. Трям. Да, 3080 супер круто было бы. Попробовать ее в деле. Какая сочная, наверное, картинка была бы. Да. Просто мечта.
Но я 3080 навряд ли когда-нибудь возьму, хотя если максимум 3060 будет доступно. Как говорится, доживем до весны. Так, 10 часов, 9 часов. Плюс у нас исследования идут очень медленно. Крайне медленно. Кстати, кто-то строит. Вроде бы все, по идее, должны быть на заводе, на работе. Продажа ошибочка вышла. Ну вот видишь, я же говорю, я ж этих техноблогеров смотрел, они анонсировали, то, что 17-го как раз хотели релизнуть в продаже их скинуть, так сказать. Так, 1 часов и... Давай, курсовые подъемнички делайте. Слишком медленно добываются ресурсы, очень крайне медленно. Немного еще еды, волокут и стали. О, сейчас можно, кстати, опять подрубить смены увеличенные. Есть с октября и есть через 4 дня. Да, там они поэтапно будут это вводить. Там, наверное, самый жирный 3090 с 17, а потом там уже дальше 3080 с октября. Так, что-то построилось. Барак. Барак построился, барак. О, кстати, я же не посмотрел тепловые зоны. Черт, меня аж мерзнут, бедолаги. Бедолаги мерзнут. Так, здесь нормально. Ё-моё, простите, ребят, простите. Только время я не мерзну. Капец. Так, обещание выполнено. Супер. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Так, через 4 часа уже будет. Ух. Так, у меня сколько свободных коек? Только 22. Их 60 человек. Так, время. Время попить опять чаечек. Так, по 3090 на сайте написано следующее. От 136-900 рублей. Продажи с 24.09. Founders Edition. 136. Сообщите мне в продаже 6.10. Ой. Да, ценник, конечно, конский. 136 тонн. Блин, можно тачку купить за 136 косарей. Какую-нибудь чепырку или десятку. Или приору. Не, это жирно. Это жирно, супер жирно для нас. Самый варик это 3060 какой-нибудь, ну максимум 3070. Какую-нибудь 8-гиговую. Так, 3 часа осталось. Давайте еще раз посчитаем. 30 человек. Так, а здесь 52, 60. Да вы издеваетесь, мне надо еще 3 барака строить. Так. Будем сейчас строить, что делать? Так, насколько рассчитана эта тепловая зона?
А, то есть можно тут еще запихнуть один барак и, возможно, даже здесь. Так, то есть, как я понял, есть по 2 версии видеокарт на линейку. И на каждую своя дата релиза. Ну да, у них это такая фишка, они выпускают. Хотя это уже все так взялись так делать. За основу выпускают жирные версии. 3090, 3080, 3070, а потом уже, так сказать, для масс, для общего потребления. Да. Так, что тут? Через часик уже будут у нас гости. А у нас и постельного белья-то для них нету, не говоря уж и о доме. Так, а что касается еды... А, еда есть. Еда есть. Найдите другие поселения в морозных зимах. Все. Одна есть экспедиция. 8 бедолаг бездомных. Так. Ну, понеслась сюда. Ну ладно, помогут. Где они там идут? Это здесь же? Нет? Или зашли уже? Так, окей. Сразу давайте занимаем рабочие места. Не стоит с этим тянуть. Спасибо. Так, то есть обычной версии Founders Edition. Обычная версия появится впервые. А, ну я понял. Ну, для нас не особо важно, конечно, что там за версии, какие. Мы люди бедные. Эх, нам не светит. Что тут такое? А, закрыт. 3 сины, кстати, осталось. Под вырубку. Супер. Так, у меня что еще осталось? Мне нужно отправить людей. Да, нужно отправить людей. Так, отправить людей мне нужно в горячие ключи. 5 человек. Может сразу отправить? Это как раз восстановится этот баланс. Ну, про версии я вообще не понял, так как стоимость абсолютно одинакова. Разница только в релизе. Эх. Да не парься. Что там эти они придумали? Версии, не версии. Так. Так. Нам самое главное хорошую цену дать. Чё, может детей снять? То еще подохнут, потом опять вырастут недовольство. Нет, пусть все-таки работают. Может, вдруг мне потребуются мужские руки. Я лучше добавлю сюда. Так, и я, кажется, еще могу построить инженеров, чтобы ускорить исследование. А, кстати, исследование. Вопрос, что я исследовал? А, грузовые подъемники я сделал, да.
Грузовые подъемники. Это круто. Это круто. Так, теперь мне нужно что? Так, холодание будет через день. Больницы или кухня? Или сани? Или эффективность? Блин, ну что такое? Сколько стоят сани? Сани 9 часов. Давайте сани. Наши сани едут сами. Быстрее будет доставляться еда, наверное, и все остальное. Как мне кажется. Капец, не жрут прямо со скоростью света. Так, ладно, надо запрашивать еды, потому что еда заканчивается, нужно отправить 5 человек, и они нужны направить нам еды. Боженьки, давайте стройте дома уже себе, вы чё, блин, люди? Хватит жить на улице. Во. Так, еще получается один дом. Барак. Барак Обама. Так, а я здесь могу же поставить? Так. 30 кусков мяса не отправили. Фух. 26 человек, 26 крыл. Что-то как-то они неэффективно работают, дети. Смею заметить. Ого, как тут холодно. Чертовски холодно. Груз на месте. Хорошо. А, кстати, блин, алло, я ж могу заставить их работать. Так, короче. Просто работайте. Пока есть возможность работать, работать. Кстати, надо сейчас будет цепинку делать. Надо склад утеплять. Надо утеплять склад. Секундочку. Технология. Сейчас мы мастерскую построим. Где-нибудь здесь. О, найс, кстати, всем хватило места. Прикольно. 4 даже койки свободных осталось. Так, давайте посмотрим по экономике, немножечко разберемся. О, баланс угля идеальный. Так, древесина пока нет. С пищей, как всегда, проблемы. Так, ну пока что
Показатели более-менее в норме. Достигнут лимит хранения. Я понял, я понял. 3 кучи намолотили. Молодцы. Кстати, может не обязательно им работать столько? Может у меня, в принципе, древесинка есть? Немножечко градус снизим напряжение, напряженности общества. А вот эти могли бы поработать и побольше. Переговоры. А почему я не могу вот это уничтожить? Было бы неплохо, если я мог это разобрать. Металл и дерево. Так, что я могу еще сделать? Ремонт насосов. На базовые постройки можно, кстати, заказать. 30-30. Давайте сделаем это. Опа, здорово. Галактикус, привет. Спасибо. Спасибо за твой визит. Не ожидал. Спасибо. Поздравляю. А, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, дружище. Реально, уже 600. Потихоньку растем. Так, чё? А, все уже, да? Отработали. Так, ресурсы и прицепилка. Сюда, что ли? Сюда поставлю. Неудобно. Ладно, вначале я, короче, сломайте эту лесопилку. А, можно же сделать по кайфушке какие-нибудь. Так, избавление от трупов. Похоронной церемонии. Трансплантация. В идеале похоронную церемонию бы сделать. Безопасная работа. Я что-то не по той дорожке пошел. Но это мне навязали. Это все. О, Саша Плаксин, приветствуйте. Это мне навязали сверху эти законы, если что. Бойцовская арена. Давайте сделаем бойцовскую арену. Нужно немножко ввести в эту жизнь веселье. Мало домов зацепляет, зараза. Жуть, как хочется увидеть добрую драку. Прям как в старые добрые времена. Отлично. Ставки на бои. На бои лучше. Это были бы только скачки. Ага, скачки. Скачки по снегу. С отмороженными яйцами. Так, разведчики станут на 50% быстрее. Это круто. Видимо, кофеечек с коньячком, да? 5. Так, дальше что у нас? Что-то не нужно дальше делать. Очень важно. Очень важно. Возможно, термоизоляция. Больницы. Но не хватает стали. Так, давайте обмозгуем. Соберем совет. Эффективное потребление топлива. Круто. Фабрика. Круто. Но пока что не до фабрики.
Угольная шахта. Пока уголь есть. По идее, мне нужны термоизоляции постов. Так, пока нет. Кухня. Круто, но нет. Короче, надо больницу сделать. Когда я смогу отрубить печку около нее, чтобы она не пыхтела. Да. Но сталь добывается сверхмедленно. Блин, стой! Давай тогда, стоп, на сталь переключимся. У меня паровых ядер полно пока что. Так, теперь можно уже сделать термоизоляцию больниц. Живем пока. Так, надежда растет. Найс. Хотите, чтобы у вас выросла надежда и вам стало как-то хорошо на душе? Идите в бойцовский клуб. Ну, не обязательно участвовать, можно просто посмотреть. Не знал, что это так помогает. Так, еда есть. Немного стали есть. Надо, короче... Сейчас эти люди живут в ужасных условиях. Груз пути. Потом мы сделаем ремонт насосов. И, в принципе, нормально. Так, люди у меня, кстати, есть. 36 человек аж. 36 рыб. Это круто. О, ё-моё. Простите. Что-то я забыл совсем про них. Про бедолаг, про этих. О! Уголь есть, найс. Сейчас будет холодать адски. Так, груз на месте, горячие ключи, супер. Это круто. Сани вроде сделал быстрее, но они один хрен идут очень медленно. Я это категорически не приветствую. Хаски атак. Привет, мужик. Здорово. Спасибо. Спасибо, что заглянул, навестил. Большой тебе респект. Так. 5 часов 4. Так. Какое-то послание. Горячие ключи. Ваши люди хотят построить на последний санитарный пункт. Нам он не кажется необходимостью. Мы лечимся целебной аурой горящих источников. Инженерам и вашей медицине мы не доверяем. Нам здесь такого не нужно. Лучше помогите чем-нибудь еще. Какая-то старая привереда. Будет разблокирован санитарный пункт. Горячие ключи будут недовольны. Санитарный пункт. Давайте, это нужно нам. Отношение с поселением. Блин, я надеюсь, я как-то сделал это правильно. Эти решения непонятны. Ты же не знаешь, не ожидаешь, что будет дальше. Что вложили в игру авторы. Ну, за этими решениями и последствия. Респект тебе, спасибо. Спасибо за респект. Так, давайте чекнем.
отношения нейтральный. Благосклонность высокая. Опаньки. Стоп. Может паузу сделать? Обновление насоса можно им отправить. Ремонт насоса. Если приложите много усилий, новый двигатель повысит мощность насоса, который обогревает урожай. Тогда местные жители смогут расширить производство еды. Ремонт. Как-то странно. Ладно, базовая медицина. 5 человек аж просит. Базовое медицинское учреждение, которое покроет большинство потребностей местных жителей и наших людей. Что-то они как-то много запрашивают. 5 и 10. То есть это после моего решения, что ли? Блин. А у меня есть? А, у меня есть инженера, кстати. 5 человек аж. Ну, можно. Почему нет? Почему бы и нет? Так, давайте сразу отправим. 20 и 20. Базовая медицина. Или 10 рыл отправить. Не, я хочу, может быть, жирные самые. Ремонт насоса. А потом уже помощь 20. Или потом 20. Блин, это все сложно. Так, ладно. У нас сейчас будет похолодание опять лютое. Блин, мне ж надо изоляцию склада сделать. Сколько стоит? 50 стали. 50 стали. Надо делать. Надо делать. Давайте работать. Рабы. Золото дураков. Просто углубление в камне, созданное сильными ветрами. Потрясающее, насколько велика сила природы, что ворвалось на волю в час вьюги. Так, здесь пусто. Разбитый дредноут, Теслоград. Давайте дредноут. Так, а что здесь у нас? Ничего. Погнали дальше. Так. Начинает примерзать жопу у людей. Давайте я сохранюсь, что-то я давно не сохранялся. Так, 666. Пастика. Паст. Так, кстати, еда кончается. Съел всю еду, а? Так, стоп. Похолодало. Так, прохладно, но в принципе терпимо. А вот здесь вот... Здесь... Тоже все прохладно. Не знаю, это терпит, не терпит. Может быть, все-таки... Давайте здесь, ладно, подключим. Чтобы люди выздоравливали быстрее. Здесь холодно. Короче, пока дома оставим, пока они не начнут возбухать люди, потом, если что, можно подрубить. Вот на этой отметке, наверное, можно уже печку подрубить. Так, здесь терпимо, терпимо, терпимо. Пока терпимо.
Так, найс. Термоизоляция. О, стоп, чекаем. Термоизоляция больниц. Супер. То есть можно уже не тап. Это прикольно. Так, ну, не будем на этом останавливаться. Теперь нам нужно изучить механический счет. Да, это стопудово надо. Это очень надо. У нас сейчас остается возможность отправить ресурсы. Ресурсы, ремонт насоса 50 стали. Блин, 30. На самую жирную помощь отправить. Немного ускоримся. Капец, у меня дерево. А, это уголь. Может, стоит немножко потратить его, а, ребятки? Или же перевести бедолаг работать. Достигнуть лимит хранения. Пусть бедолаги немного отдохнут у меня. Так, что еще можем построить? Какие еще постройки нам помогут выжить? Кухня, ресурсы, для добычи, лесопилка. Мастерская. Можно еще одну мастерскую поставить. Инженеры есть. Хотя... непонятно, они же запросят еще инженеров. Вдруг запросят. О, кстати, можно отправить ремонт насоса. Не, мне кажется, 2 мастерских достаточно. Но если что, сохранение есть. Сохранение есть. Откачусь когда-нибудь, если сольюсь. И уже построю все-таки 2 мастерские. Мне кажется, 2 достаточно. Можно, кстати, построить бойцовский клуб еще один, чтобы охватить большую часть населения. Дадим людям крови и зрелищ, хлеба и зрелищ. Ну или крови. Воспитаем кровожадное население. Немножко ускоримся. Отлично. Так, вот теперь можно следующий этап. Изоляция склада. Да. Да, это очень важная штука, потому что грядут холода. Так, разведчики около разбитого дредноута. Что нашли? Прометей. Раз, работает. Я случился отвал жопы. Ну уже работай. Ура, работает. Чертов YouTube. Что происходит?
Так, вернемся. Вернемся к нашим... Что я хотел сказать? Ну вот я забыл. Ладно. О, кстати, перейти к транспортному депо, и можно же эти заказать бродяг. Ладно. Пока не ясно. Пока не ясно, ребят. А, по поводу Теслограда. Мы дойдем до Теслограда, но заходить туда не будем. Потому что я знаю, чем это закончилось в прошлый раз для меня. Это закончилось смертью все моей команды. Бедолаги. Они были так молоды. Так, что у нас тут? Найс. Ну вот, как раз две бойцовские арены и, в принципе, жизнь удалась. И довольство, кстати, упали. Так, исследование. Забрать ресурс. Так, дальше. Замерзшее море. Давай. Давай, замерзшее море. 16 дней осталось. А я тогда подошел, было уже где-то дней 5, когда я нашел еще одно поселение. Это была фатальная ошибка. Эх, фатальная. Исследования идут. Уголь есть. Дерево пока есть. Так, проблема с отоплением. Холодное жилище. Ну вот, они начали возбухать. Сейчас мы подрубим как раз таки отопление. Капитан, некоторая обеспокоена низкой температуры в жилищах. Резонно замечает, что из-за холода можно легко заболеть, и просит вас, чтобы что-нибудь предпринять. Да, давайте обогреем часть дома. Давайте. Подрубаем. О, все, достаточно одной птички. Прикольно. Только проблема в том, что из-за этого я не смогу выполнить обещание. Ладно, может успею прокачаться. Повысить, так сказать, температуру. Но не факт. Так, ладно, давайте ускорим процессы. Секундочку. Что у нас тут с... Ой, лесопилка живет. Так, груз горячий на месте. Отлично. Да, на месте. Может еще им отправить сразу же порцию медицинской помощи. Или насос. Блин, почему они хотят забрать меня рабочим? Меня это немножко напрягает. Короче, давайте базовую медицинскую отправим инженеров. Теперь у нас место, наверное... странно. Кого это отправляю? Нет, все правильно. Так, ладно, ускоряемся. Самое главное не утеплить армейский склад, чтобы постоянно была добыча этой стали. Что еще можно сделать дальше? Да, поизучаем. Да, блин, что такое? Давайте поизучаем. Склад мы
Изолируем. Паровые грузовики. Автопогрузчик. Термоизоляция кухни. Дом. Нет, что нужно дальше? Чтобы выполнить обещание, мне нужно улучшенные обогреватели. Нет. Позволяет поднять температуру любой печи. Наверное, вот это надо вкачать. А потом уже эффективное потребление топлива. Ну, как кажется, так будет верно. Так, что нашли? Замерзшее море. Раньше здесь было морское побережье, теперь это сплошной ледник. Вид захватывает дух. На горизонте над волнами возвышается какой-то силуэт. Это, видимо, корабль-призрак. Так, это здесь корабль-призрак? Здесь лагерь корабля. Давайте корабль-призрак. Корабль-призрак. А потом лагерь у корабля. Так, ну чё вы там работаете? Да, они работают. Медленно добывают, вроде раньше быстрее казалось. Или только казалось. Вот тут вот прямо идеально работает. 56 единиц в час добывается. Прям красавцы. У меня аж скоро уголь будет некуда складывать. Ну нет, это нормально, кстати. Пусть будет так. Так, что можно сделать с законами? Можно зарядить пап. Пап. Стоит ли мне зарядить пап, когда у меня нет рабочих? Вернее, не есть, но они пригодятся. Пять инженеров. Нет, я пока все-таки оставлю при себе инженеров. Но пап, кстати, было бы неплохо. Так, найс. Изоляция склада. А, все. Теперь у меня красота, можно сказать. Так, теперь, ребята, давайте сделаем поддув. И тогда я смогу выполнить обещание для ребят. Сдержу, вернее, это обещание. О! Так, Теслоград следует. Так, город, основанный гениальным изобретателем, когда-то был под защитой электрического купола. Теперь здесь развалины. Самые ценные ресурсы исчезли еще до вьюги. Теперь по улицам шныряют только стаи голодных крыс. Возможно, стоит обыскать это место снова. Но опасаться стоит не только крыс, но опасно. Давайте уйдем. Я помню, чем закончилось. Это какой-то... Мы просто ушли, да. Тут просто какой-то адский рандом. Мне кажется. Зеркальное озеро. Потому что в прошлый раз мою экспедицию все похоронило здесь. Рисковать никак не стоит. Так. Кстати, будет скоро еда. Так, а что так? Груз на месте. А, ну все. Так, на месте. Как-то медленно так добывается все это дело. Хотя нет, вроде нормально.
Так, мы можем, кстати, им отправить еще что-нибудь. Типа обновление насосов. Или 10 стрел отправить. В помощь. 10 стрел. Я могу заказать у вас людей? Нам нужны рабочие. Да, можно рабочих. Кстати. Прощайте. Давайте. 10 стрел, пожалуйста. Блин, надеюсь, я делаю правильные ходы, правильное решение. Кстати, у меня полно угля. Может, продавать его куда-нибудь? Еды тоже полно. Пока что. Но сейчас гораздо лучше. Гораздо лучше идем, чем в прошлый раз. В прошлый раз я просто был так сказать, на нулях. Ну, по всем показателям практически у меня были нолики. Зеро. Найдите другие поселения. 3 часа осталось. Или 6 часов. Блин, все-таки может мастерскую построить. Еще одну. Что прямо так долго все это делается. Давайте построим мастерскую, так и быть. Так, технология поддува. Отлично. Теперь можно что сделать? О, теперь кипяток. Шикарно. Все. Так, работяг подкинем. Кстати, а что если теперь уменьшить рабочий день? Теперь же 3 мастерские. Так, исследовать. Печальный груз. На этом корабле перевозили сотни заключенных. Тела по-прежнему заперты в клетках. Команда корабля тоже далеко не ушла. Мы нашли их останки в приютах. На борту по-прежнему полно еды. Мы можем ее забрать, вот только мы не знаем, из-за чего умерли заключенные. Забрать ресурс. Здесь нет кишечных заболеваний. Так, теперь лагерь корабля. Еще одно поселение там должно быть. Так, давайте выберем исследования. Ресурсы. Дом. Может быть, дом пора строить уже. Или начать вот это вот, эффективное потребление топлива. Давайте это построим. Вернее, исследуем. Так, это просто мираж. Солнечный свет отражается от ледяной поверхности. Вероятно, иллюзию создает перепад температуры. Здесь нечего искать. В смысле?
Колония жертв. Мы видим поселение, окруженное стеной. Старая колония изгнанников из Теслограда. А, это здесь. До сюда я не доходил, кстати, ребят. Все понял. Видимо, там еще люди. Блин, а я переживал, что людей больше нет. Есть люди. Так, ну что, трансляция больше не крашится? Вроде нормально все. Так, что по древесине? 300 единиц есть? Да. Так, груз на месте, еда на месте. Пока живем. О, кстати, надо же эти посты еще утеплить. Его придется здесь печку ставить. И здесь. Заблаговременно сделал. Не надо, где-то здесь. Блин. На всякий случай ставим сразу. Простите, что я выгнал вас в такой мороз. Так, это перегрев. Отключен. Выключен. Достигнут лимит хранения. Очень хорошо работает. Нравится, как работает команда. Так, что здесь у нас? Сталь тоже хорошо, кстати, добывается. 115 штук, 100 единиц. Уже. Геймер, приветствую тебя. Спасибо, друг, что зашел. Заглянул, поставил лайк. Так, через 12 часов закончится все это дело. Я должен выполнить обещание. А, блин, прости, что так долго ролики не выходят. Просто у меня тренировка и учеба. Ты молодец. Тренировка, учеба, это, я считаю, должно быть на первом месте. Так, ну что там? Опа. А, да, лагерь у корабля. Народ без королей. Заключенные широко использовали в морозных землях на строительстве генераторов. Их привлекали лживыми обещаниями амнистии и возвращения домой. Большинство так и погибло здесь. Корабли перевозили их с одной стройки на другую. Некоторые бунтовали. И эти, похоже, успешно. Они убили охрану, захватили корабль и основали свое поселение подальше от власти Лондона. Остров корабля, отапливаемым паровыми котлами, помог им пережить Виюгу. Узнав, что вы тоже взбунтовались против Метрополия, они стали смотреть дружелюбней. Так, геймер, я лучше буду стримить на PS4 или ролики. Как тебе удобно, дружище. Лишь бы тебе нравилось. Отличная новость, бедолаги. Так, и что делать теперь с ними? Ожидаю. Давайте отнесем, что у них есть вообще в наличии. 27 стали и 37 пайков.
Ломитесь назад. Ломитесь на базу. Так, только почему-то у меня не работает микрофон. Ну, блин, наверное, сломан. Я не знаю, дружище, там много всего. От технических проблем до софта. До софта, следите. Так, ну неплохо, неплохо, что нашли по поселению. Только мне почему-то это не зачли. Странно. А, надо отправить стройотряд. Стройотряд. Могу... Так, могу делать ролики по Outlast 2 или по Outlast. Ну так делай, конечно. Все делай. Если тебе нравится, нужно делать. Поучился, потренировался, потом сделал ролик. Все ж просто. Так, ну что, мне интересно сейчас отправить бедолаг или попозже? Сейчас еще эти дойдут. Найдут кого-нибудь. Сейчас посмотрим, кого они найдут. Давай смотрим. О, выживший исследователь. Невыносимое бремя. Может, еще и на ПК буду ролики делать. Да? Отлично. Было бы супер. Так, невыносимое время. Подойдя к чистоколу, мы увидели, что ворота приоткрыты. Мы осторожно вошли. Нас окружили силуэты людей, бесцельно бродящих среди зданий. Они среагировали на нас только когда мы попытались с ними заговорить. Кажется, вьюга отняла у этих людей все и вся, и всех и все, включая волю к жизни. Можно попытаться переправить их на наш аванпост, но даже если они согласятся, нам придется их сопровождать. Блин. Читаем. Если не согласятся, разведчики сопроводят их в наш аванпост. Давайте сопроводим 27 человек. Некоторые из выживших, увы не все, согласились на предложение перебраться. Возможно, со временем им станет лучше, они собрали свои скудные пожитки и отправились к нам. Давайте, чё, ребят, собираемся. Сколько человек идет, сколько рыл? 27 человек. Ну, неплохо. Мне, как говорится, руки лишние не помешают. Если повезет, буду с микрофона снимать. Ну, надеюсь, тебе, дружище, повезет. Посмотри, может быть, все-таки что-то с софтом. Попробуй в разных программах его. Программках в Дискорде. Я не знаю, попробуй записать как через OBS-ку. Или другую программу. Потестировать. Попробуй в играх его потестировать. Так, что, блин, делать-то? 2047. 28. Дерева мало. 300. Так, секунду. Короче, я немножко отвлекусь. Хочу сходить до белого камня. Сорян. Вы маленько отдохните без меня. Сейчас, скоро.
Так, все, я на месте. С облегчением, как говорится, да? Погнали. Погнали. Так. И заболевшие. Плохо. Температура через 8 часов. Я сдержу свое обещание. Так, а что можно сделать еще? Можно паб сделать, можно закон о дуэль. Нет, смерти мне не нужны. Лишние. «163 единицы, капец. Стали прямо, ух, бог. Может быть, стоило ли паровую лесопилку? Было бы неплохим подспорьем, кстати. Паровая лесопилка. Паровой угледобытчик. Надо все. Мне кажется, я что-то не дорабатываю где-то. Можно было уголь использовать этот. Да. Ресурсы. Получается, можно было пост добычи убрать? Я так понимаю? Или нет? Я вот не помню этот механизм. А блин, закройся. Так, угольные шахты. Позволит строить угольные шахты. Получать до 240 угля за обычный рабочий день из подземных залежей. Вот я не помню, требуется ли там пост добычи к нему или нет. Можно пойти здесь вот таким путем. Но угольная шахта — это круто. Я хз. Угольная шахта потребляет, то есть паровая, она будет потреблять уголь. Так. Так, горячие ключи. Мох. Наши медики в горячих ключах докладывают, что местные используют мягкое успокоительное из какого-то мха, они рекомендуют его нам, чтобы смягчить страдания и тревожность колонии. Проблема в том, что местные не делятся мхом. Если мы хотим его получить, придется его украсть. Мы даете? Чё, блин? Горячие ключи рассердятся, недовольство немного упадет. Надежда много вырастет. Не, давайте не будем ничего красть, что за бред? Это мох. Так, изучена технология эффективного потребления топлива. Хорошо. Давайте дальше изучать. Так. Отопление. Обогреватели. Расширенная батарея. Термоизоляция кухни, дом. А здесь... Не, если я сделаю паровую лесопилку, это будет вообще топ. Нет, если делать паровую лесопилку, то мне придется ставить угольный шахт.
Вначале надо, наверное, угольный шахт сделать, потом пора вылез. Давайте сначала изучим. Мне кажется, так будет правильнее. Но это не точно. Не повторяйте за мной, дети. Только присматривайтесь. Так, 16 рыл у меня есть. Можно куда-то их использовать. Я бы поставил бы вот этот тот же самый угледобытчик. Или пап, пожалуйста. А, кстати, что мне с едой? Да, есть. Так, пока потихоньку будем развивать колонию, и дерево потихонечку тоже добывается. Теперь мы будем что? Теперь надо нам создать отряд. 50 древесины. Создадим отряд. А, кстати, нам еще гости идут. 27 рыл. И у нас 19 коек. Значит, надо еще строить койки. Тут уже не добивает, да? Тепловая пушка. М. Два часа осталось. А, я задание выполнил. Прикольно. Давайте ускоримся. О, найс. Обещание выполнено. Живем. Так, и кстати, можно тогда получается сделать так. Немного мерзнут. Немного мерзнут. Так, что у нас 36? Блин, 36. Надо 50 древесины. Так, горячие ключи. Срочное сообщение. Нам необходима ваша незамедлительная помощь. Произошло извержение гейзера. Да вы издеваетесь. Пострадали посевы и множество людей, ваших и наших. Жертвам нужно лечение от ожогов, а у нас нет нужных технологий. И мы спрашиваем себя, нужны ли они нам теперь? До вашего появления мы в них не нуждались. Пострадавших нужно отправить к вам, хотя это опасно. Путь не близкий, а ожоги крайне тяжелые. Ждем вашего решения. Так, мы позаботимся о больных. Вам отправят 10 тяжелобольных. Горячие ключи обратно. Давайте. Мы отправим 30 единиц древесины, 20 единиц стали и одно паровое ядро. Давайте мы позаботимся об этом. Горячие ключи. То есть нам не надо построить лазарет. Блин, я ж не изучил из-за этого лазарет. Засада.
Я не изучил заряд. Через 8 часов будет. Десять лишних рыл, я вообще не ожидал. И через 6 часов будут еще люди. Надо что-то предпринять. Так, люди. Бараки. Блин, 20 единиц. Здесь хватит. Так. Уже стало критично, уже минус 50. О-ля-ля. О-ля-ля. Так, здесь приемлемо. Так, я понял. Здесь ад. Здесь ад. Здесь средний риск. Здесь средний риск. Здесь средний риск. Ладно, подрубаем. Подрубаем. О! Кайф. Так, единственное мне на лице. Так, экспедиция отряда успешно вернулась в город. Круто. Единственное, мне теперь... сейчас, секунду. Бедолаги. Блин, здесь страдают. Здесь страдают. Я понял. Так, ожидание. Кто там ожидает? Мне кажется, не стоит ожидать, надо. Так, руины обсерватории. Так. Давайте до обсерватории прогуляйтесь. Блин, стали, короче, много стало, супер много. Надо перевести их на немножко иное. Так вот. Стали прям очень много, это круто, конечно, но... Так, сейчас надо разобраться с этими бараками. Сколько мне надо? Так, мне их 39 свободных мест, придет 10 человек, плюс еще 27. Хватает. Более 10 человек, они сразу в лазарете будут чилить. Так, секунду, чекаем. О, кайф. Найс. Так, это сработало. Дальше что? Можно эффективный сбор сделать? Так, нет, надо сейчас очень важное дело. Сделать решение. Расширение батареи. Кухня или дом? Лазарет. Давайте сделаем, короче, лазарет.
Угу. Экспедиция вернулась в город. 30 древесины, 25 стали. Круто. Так, теперь что мне нужно сделать? У меня 43 человека. 43 человечка. Мне нужно зарядить их куда-то. Да, думаю, это правильно. Так, и мы их отправим сюда. Пока так. Пока так. Тут вот меня страдают бедолаги и здесь. Много заболевших. Ну, блин, извините, минус 50. Черт, очень много заболевших. Надо вам срочно успевать лазарет делать. Надеюсь, до конца смены успеете. Что такое? Мы слышали, что в поселении прибыли жертвы извержения. Они проделали изнуряющим. Мы с ужасом узнали, что почти половина скончались по дороге, а остальные в критическом состоянии. Пожалуйста, помогите им, пока не поздно. Безопасный и быстрый маршрут между поселениями мог бы предотвратить подобные трагедии в будущем. Наши люди не очень доверяют технологиям, но даже они понимают пользу. Мы готовы организовать поставку еды каждые 2 дня, если вы построите безопасный маршрут. Ё-моё, 5 человек погибло. Трагедия, я понял. Секунду. Ага. Значит, нужно мне организовать эту вещь. Чтобы это сделать... Блин, а как приблизить-то поближе? А. Отправить на строй бригад для постройки безопасного маршрута. Без столько ресурсов требуется жизнь. Строй бригад. Мне нужна древесина. Пока никак. Но парни стараются. Так, что здесь? Успеют, не успеют они сделать лазарет. О, найс. Блин, опять нужно... 50 дерева. Ну в принципе они идут. Как много строят ряд требуется, капец. То есть я отправляю постоянно по 10 человек, почему мне не то обратно не возвращается. Так, ведущий на технологию лазарет. Жалко, что я больше не могу поставить ничего в очередь. Ссоры древесины. Блин, в смысле уже пол первого? Чё, рофлите? Я вообще не заметил. Так, надо заканчивать потихоньку.
В принципе, пока все нормально. Единственная проблемка с древесиной. Древесины мало. Чертовски мало осталось. Так, может все-таки отменить? Отменю. Сделаю упор на что-нибудь другое. Так, паровой угледобытчик. Угольная шахта. Ах ты, зараза, не хватает дерева. Ладно. Быть. Так, что опять? Пока мы строим торговый маршрут, нужно снизить риск нового извержения. Ваши инженеры хотят затопить пещеры и стабилизируя подземные потоки. Это остановит извержение и может повысить урожайность, но уничтожит заросли мха, которые мы используем как мягкое успокоительное. Мы настоятельно рекомендуем пробурить скважину, чтобы снизить давление. Время от времени извержения будут повторяться, но такова природа этого места. Пробурить скважину. Горячие ключи будут недовольны, поставки провианта вырастут на 10. Будут разблокированы водоотведение. Горячие ключи обрадуются, будет разблокирована скважина. Горячие ключи будут недовольны, поставки провианта вырастут на 10. Нет, давайте затопим пещеры, я хз. Так, что здесь у нас? Чего вы ничего не делаете? Почему они стоят? Наверное, ждут. Ждут, пока будет появиться древесина свободная. Так, может тогда их отправить сюда? О, я же могу построить лазарет. Опаньки, улучшенное транспортное депо. Круто. Мне не хватает ресурсов. Тут тоже не хватает. Так. Найс. Небольшое потепление. Так, и отрубить печку. Ой-ой-ой-ой, давайте тоже отрубим. Так, построить торговую базу. Отличненько. Здесь построили, здесь ожидают. Так, лагерь у корабля.
Спасибо, что построили торговую базу. Теперь мы можем помогать друг другу выжить. Так, еще что-то. Так, может мне помочь? О, нам нужны рабочие. Нам нужна древесина. Так, давайте, нам нужна древесина. Спасибо. Круто. О, 65 древесины. Неплохо. За сколько они? 13 часов, ё-моё. Теперь их надо прокачивать, получается. А, так у меня сталь есть, это круто. Круто. Сталь есть. Но они на... О, кайф. Это кайф. Хочу я заметить. Только 13 часов, блин. Так, что с древесиной? Дрова или сопил? Так, значит, мне нужно сделать упор на сталь, чтобы ее прямо добывалась от талого. Давай, древесинка. 50. Отлично. Опа. Ты смотри-ка, я понял. То есть они все-таки никуда не деваются. Круто. Так, теперь мне нужно еще 50, 70. Еды нет! Какого хрена? Черт. Я совсем забыл про еду. Совсем забыл про еду, сейчас будем голодать. Надо запросить еды, может они мне отправят еды. Блин, совсем забыл про еду. Раза. Тарам-там-там. Порвали сопилку. — 25 древесины, 40 стали. Осталось 80 единиц добыть. Ладно, пусть добить. Или что добить? Сложно. Так, теперь надо эти 50-75. Ух. 6 часов будет. 6 часов. Капец. Кто-то помер. А где? Да хватит уже умирать, пожалуйста. Сталь вообще не добывается. Древесина. Конец науки. Забрать.
4 часа еще осталось. Да, я всех потерял практически. Обидно. Забрать. Блин, а лазарет строит. Вместо чертовой лесопилки. А, боже. Не дохнут по КД. Так, протест из-за отопления. Холод жилища. Обогрень часть домов. В чем проблема? Минус 40. Вы же при минус 50 жили. Вы издеваетесь? Тут... Я не понимаю, кто мерзнет? Вот эти, что ли? А, ну да, как-то холодно здесь. А, это склад. Барак. Где? Печка. Блин, как-то неудобно я так построился. Я просто думал, что буду тепловые зоны эти расширять. О, супер. Так. Твою мать, не хватает. Во. Лучше. Так, так, теперь что нужно? Построить улучшенное транспортное депо. Еще нужно что-то исследовать тут. Или в отопление. Расширение батареи, может. Для эффективный сбор. Механизация лазарет. Короче, давайте сделаем расширение кухни. Блин, я сталь потратил, идиот. Вот так вот сделаем. И на сталь перейдем. На чистую сталь. Забрать ресы. Обязательно. О, кого-то нашел. Уединенный лагерь. Так, наверное... Давайте сделаем так. О, инженеров можно отправить. Правда, у меня их нет. Блин, а чё? Алло. Где не взять инженеров? Вопрос. Вопрос.
Обменять ресурсы на древесину 30 и 20 пищевых пайков. Я бы им сталь как-то отправлял. И пищевые пайки. Так, ладно. Давайте, что там у нас? Так, падение с высоты. Обломки стены крыши скрыты под толстым слоем снега. Над руинами высится только мачта с каким-то старым научным оборудованием. Если тут есть ресурсы, они не стоят усилия. Ну, как так? Добрый Джек, приветствую тебя. Спасибо, что ты зашел. Так. Так, что это? Стальной мост. Стальной мост. Давай стальной мост посмотрим. Так, кстати, 75. Пора. Блин, стой. Пора строиться. Отлично. И осталось еще третий этап сделать. И, наверное, будут постоянные поставки уже еды. Как мне кажется. Как мне кажется. Оуе. Вот. Другое дело. Порвали смылка работает просто идеально. Единственная проблема, то, что скоро древесина закончится. О, кстати, она выглядит круче, чем в прошлый раз. Может, они переделали вот этот дым. Дым печей. Так, что мы можем сделать? У нас 30 стали. 170 древесин. Может, лазарет построить наконец-то. А, депо надо строить, кстати. Или все-таки дождаться пока. Угу. Так, пустой суп, качество еды. Сэр, люди жалуются на качество еды, они не знают, что время сейчас нелегкое и полноценный обед роскошь, но были бы рады хотя бы изредка питаться нормальной пищей. Так, что надо сделать? У вас есть 3 дня, чтобы раздобыть 108 штук обычных пищевых пайков. 3 дня. 108, вы что издеваетесь? Ладно, я решу эту проблему. Так, мне надо... Почему нужно сталь? Мне нужна сталь. Так, расширение батареи сейчас. Секунду. Потребление просто конское стало. Так, это добивает, получается, оттуда. Да, вот так лучше. Да, так лучше.
Ну уже, давай, 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 80, найс. Все, последняя тропа. Так, горячие ключи. Потерянные разведчики. Мы нашли лагерь и тела отряда разведчиков. Один из наших людей узнал среди них товарищей, пропавших во время вьюги. Похоже, они потеряли связь с Лондона и построили лагерь, чтобы переждать бурю. Нужно похоронить их как следует. Для этого понадобится древесина. Да вы заколебали уже просить, алё, блин. Вы потеряете стак. Похоронить и присвоить лагерь просто. Давайте похороним. Бесите, а. Так, ну вроде неплохо пока идет. Пока неплохо. Правда, единственная проблема сейчас будет, короче. Сейчас будет адское похолодание. И я думаю, мы заканчиваем. Посмотрим, что будет в следующей серии. Ну, на следующем стриме. Давайте сохранимся. Не, давайте до конца дойдем. Ну, вернее, до утра дотерпим. И будем заканчивать, ребятки. Так, а тут у нас, кстати, все кончилось. Так, камон, что не стоят? А, укрытый от ветра лагерь. Стоп. Укрытый от ветра лагерь с припасами для тех, кто путешествует по безопасному маршруту. Чего они ожидают, я не... 10 человек. Не, лагерь построен, зачем они нужны? Почему меня? Возвращайтесь домой. Так, нам нужна еда. Спасибо. Капец, еще и надо вопрос с едой как-то решить. У 48 пайков надо где-то найти. Блин, засада. Эй, я путь построил, но почему он все еще светится? Здесь больше нечего делать. Так, обменять ресурсы на древесину. 20 пайков и 30 пуля. Козлы. Да, надо сообразить, как это все организовать. Постройте лучше транспорт. А, надо депо построить. Ё-моё. Точно, я забыл про него совсем. Постройте улучшенное депо для безопасного маршрута. Да, вот, я сейчас депо построю, и тогда будет все супер. Во. Постройте улучшенное депо для безопасного горячие ключи. Да в смысле? Какое еще депо? Где его строить? А, вот он, на 60 стали. Все, я понял. Все, я понял. Так, стальной мост. Сколько стоит мост? Рабочие распиливают мост, мы заговорили с ними, но в ответ они начали ругаться и требуя, чтобы мы убирались. Прогнать их и разобрать мост. Давайте остановим. Здесь мы не...
Блин, я потерял связь с ними. Зараза. Какой-то рандом. В прошлый раз я разогнал их. Да. Счастье было так близко. Так, интересно, где я сохранился последний раз? 0.42. Блин. Ладно, короче, давайте заканчивать. Возможно, откачусь до этого сохранения в следующий раз. Эх. Ладно, отлично посидели, ребятки. Сегодня 17 лайков. Спасибо. Давайте. Ух ты, ё-моё, уже почти час. Задержался. Так, ну что, всем спасибо. Как говорится. И всем пока. До встречи. Увидимся во вторник. Наверное, все-таки опять на Фростпанке, на добитии. Но чем больше перерыв, тем больше провалы в памяти у меня между этими играми. Ладно. Спасибо за просмотрули. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и прожимайте колокол. Всем спасибо и всем пока. Удачи!